Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Александр и компания Базилика Групп. Как и обещал, сегодня обзор в двухкомнатной квартире в стандартной панельке. Покажу вам кучу интересных, практичных и нестандартных решений и одновременно красивых, поэтому погнали, не буду вас томить. Итак, начнем с входной группы. Входная дверь заменена от застройщика дверь. Заказали у производителя покраску коробки в белый цвет и обрамили сам портал доборами и наличниками от межкомнатных дверей. Межкомнатные двери у нас Халис. Дальше разберем их и расскажу, где и из чего его готовят. Как видим, у нас здесь мы использовали максимально пространство. Здесь у нас разместили шкаф с 3 створками и с левой стороны прихожка вот с такими рейками. Все это дело мы увязали в общую картину, так как у нас светлые тона, то есть шкаф покрашен в белый цвет, как видим, и сделали вставки в таком же шпоне, как изготовлена у нас прихожка. А в прихожке, соответственно, у нас покрашены в белый цвет фасады. Все это дело увязали. Также видим, видеодомофон размещен на боковой панели. Так как здесь у нас он не умещался, мы старались максимально расширить вот эту часть и эту часть. И у нас сделали симметрично, это дистанцировали шкаф и прихожку от двери. Соответственно, видеодомофон у нас не помещался. Мы его разместили на боковой стенке шкафа и спрятали провода вот таким вот образом. То есть ребята из мебели сделали вот такую трубу, то есть на нее, соответственно, можно повесить крючки, и в них, соответственно, спрятана вся проводка на видеодомофон. Прикольное решение, поэтому изначально думали какими-то коробами закрывать, но вот решение простое, казалось бы, но очень функциональное. Пройдемся по техническим решениям, как все реализовалось. Чтобы вместить полноценный шкаф сюда, полноценный шкаф внутри спальни, данный проем мы смещаем всегда от застройщика, так как застройщик оставляет у нас 50 сантиметров, здесь участки такие. Соответственно, если установим мы дверь плюс наличник, у нас остается фактически там где-то 47. Этого мало для полноценного шкафа, поэтому сдвигаем наш проем практически до 70 сантиметров, чтобы было до проема этот угол. Тогда у нас становится полноценная дверь и полноценный шкаф. Устанавливается в районе 60 сантиметров, как здесь, так и в спальне, со стороны спальни. И даже у нас установилась прихожка здесь, и достаточно места остается еще до двери вполне, и никаких проблем у вас не будет с монтажом мебели. Как видим, в коридоре много элементов: двери, порталы, шкафы, мебель. То есть, соответственно, коридор мы всегда обязательно в 100% случаях штукатурим и стараемся ввести максимально идеальную геометрию как потолков, как напольного покрытия горизонта, так и стен. Для того, чтобы качественно реализовать этот проект, работники Базилика Групп вывели геометрию двухсмежных стен, пола и потолка. Именно поэтому бачок этого шкафа цельный от пола до потолка с правильными зазорами по потолку. Это очень важно, я имею в виду геометрия стен, для меня как для мебельщика, потому что так как вырезает станок прямые углы деталей, мебель собрана один раз, без подрезок, без подпилов, и это дает возможность мебели выглядеть дорого. Для того, чтобы установить полноценно вот такую мебель, соблюсти все ровненькие зазоры по контуру, и чтобы это смотрелось дорого. Если у нас будет куча вставок, куча подрезок, это, соответственно, удешевит вашу дорогую даже мебель. Также двери. У нас компланарные наличники, они не телескопические и не съедают какие-то погрешности стены. Соответственно, стеночка должна быть ровная, чтобы у нас получилось полотно запалиться с наличником, наличник не крутило, не торчало, и вот таким вот образом это все смотрелось целостно и красиво. Также все примыкания, то есть у нас должны быть ровненькие, все четенько и красиво. Чтобы смонтировать такую прихожку, то есть у нас куча речек, все примыкания, подрезочки, все должно быть четко и красиво. Поэтому обязательно, еще раз утверждаю, что обязательно уделяйте внимание подготовке геометрии помещения, чтобы все тумбочки у вас красиво стали, так как они режутся на форматниках и имеют правильную форму. Коридор у нас переходит в кухню, поэтому я рекомендую в данных панельных домах
облицовывать все дело плиткой. Никаких не делаем здесь вот переходов, часто вот типа со спальни, вот так вот по диагонали, вот здесь вставочки в коридоре. Это все бред, как бы, так как вы получаете дополнительные стыки, которые потом в процессе эксплуатации ушатываются и не так выглядят опрятно. Поэтому делаем полностью облицовку. И лучше установить теплые полы. Как видим, у нас стоят терморегуляторы, которые позволяют нам выставить нужную температуру отдельно в коридоре. И там еще один терморегулятор отдельно для кухни. Обратим внимание на двери. Двери у нас компланарным наличником, то есть полотно за подлицо с наличником, то есть смотрится современно и красиво. И также у этого же производителя Halles мы покупаем плинтуса, и они толщиной ровно такой же, как и наличник. Соответственно, не торчат у нас плинтуса за габариты самого наличника, как это обычно бывает. То есть толщина его 12 мм, и это смотрится офигенно и целостно. То есть ничего не торчит, у нас ровненькая окантовка с дверями. На данный момент модно вот такие решения с реечками, и я рекомендую реализовывать это МДФ в шпоне. Это максимально стабильный материал, который будет максимально ровный, нарезан на форматнике. В шпоне ее не будет крутить, и как видим, у нас все реечки ровненько приклеены, без каких-то деформаций. И плюс за счет того, что это шпон, не искусственный материал, у нас индивидуальная текстура каждой реечки. Соответственно, это придает натуральный вид, и он не клеенный, целостный, как будто у нас цельные реечки за счет того, что шпона. Также обратите внимание и на тумбочках. То есть у нас она шпонирована, и как будто это из целостного материала сделано. Вот, даже у нас торцы сделаны, то есть нет вот этого торцевого среза, и смотрится это красиво, эстетично. Также утолщение у нас здесь зарезаны под 45 участки, и смотрится вообще бомбически. Обращаем внимание на основание под рейками. В данном случае у нас декор. И на потолке, как видим, у нас декор сделали. Почему? Если бы у нас было белое, как видим, у нас, если подсветка светится белым, брало бы вот эти полоски акцент на себя, и рейки бы терялись. Поэтому, когда реализуем рейки, всегда основание, я считаю, нужно делать темнее, чем сами рейки, чтобы у нас был акцент на сами рейки. Что касается подсветки, здесь у нас установлен в потолке профиль 28 мм, парящая линия, и здесь также 28 мм. Здесь у нас встроенный профиль с манжетами, то есть вкладной в зазор в потолке. Здесь у нас без манжетов, между рейками вставлены. В них наклеены два ряда ленты 9,6 Вт на метр. Это лучшее такое соотношение освещения и температуры. И используем 24-вольтовую ленту, чтобы меньше было тепловыделения. Здесь же на зеркале сделан пескоструй. Вот у нас не профиль. Как видим, у нас пескоструй сделан, и за зеркалом уже смонтирована лента. И, что немаловажно, стоит изготовить зеркало, вот, рассчитав по рейкам, стоит изготовить зеркало уже, так как изготовить его максимально точно очень тяжело. Мы изготовили это с третьей попытки, так как мы сначала смонтировали рейки, сделали ошибки, а потом пытались подогнать зеркало. Но так как на производстве это всегда существует погрешность, очень тяжело было попасть, чтобы у нас вот эта линия входила в эту линию, и также у нас совпали здесь зазоры. Но у нас получилось, как бы здесь у нас все плотненько, здесь все плотненько, и попадает линия в линию подсветки. И получили вот такой момент. Снизу у нас также зеркало, подсветка продолжается, но тумбу ни в коем случае не монтируем на зеркало. У нас монтирована сама тумба на стену и уже два участка зеркал. Дверь на кухню. Часто задаются вопросом, как обыграть этот проем, так как у нас узкий коридор, длинный, и от застройщика здесь еще бетонная перемычка. В данном случае реализовано это так. Демонтирована бетонная перемычка и сделана под заказ фрамуга в стиле межкомнатной двери, которая здесь. Но эта дверь необычная, она раздвижная. Как видим, у нас здесь ручка стоит, и дверь у нас полностью прячется в нишу. Она заподлицо со стеной, и остается у нас полноценный проем. Момент, что обязательно красим стены в один цвет, как бы это будет органичнее смотреться. Если бы у нас было два здесь покрытия разных, это бы не так смотрелось. Нужно было бы чем-то разделять. В данном случае мы прячем дверь, и как будто у нас совмещенное помещение. Когда нужно, мы можем закрыть, когда нет, у нас нет двери. Чтобы реализовать дверь в таком исполнении, у нас нету здесь никакой направляющей. Дверь у нас заподлицо со стеной. Нужно учесть несколько параметров. У нас обязательно должны быть стены в идеале, потолок идеально
горизонтальный, пол также идеально горизонтальный, так как у нас дверь идет за подлицо, и при закрывании она у нас также должна четко примыкать к стене. Тогда мы получим это актуальный и красивый вид. Рамка изготовлена на заводе Халис, там же заказана по таким же размерам, по нашим эскизам, чтобы получить единую картину. То есть у нас вот эти полосочки продолжаются на верхней фрамуге при закрывании двери. Следующее. Чтобы спрятать данную дверь, дверь у нас имеет толщину 4 см плюс 2 зазора по 5 или 6 мм. Это, соответственно, забирает часть кухни у нас. В данном случае у нас сделана фальш-стенка еще вот за этой притворной планкой кухонной у нас спряталась еще фальш-стенка. Она у нас продолжается за кухней, и здесь облицована плиткой. То есть за этой стеной у нас сама прячется дверь. Далее закреплена сама вот эта фрамуга в стиле межкомнатных дверей. К ней закреплена направляющая, в данном случае еще забетонирована в стену, и изготовлены вот такие планки, которые у нас приклеиваются к профилю и закрывают зазор между самой вот этой частью, так как она толще, чем профиль, и получаем такое красивое примыкание. И у нас оно прячет саму шину при закрытой двери. И в данной двери установлен пружинный механизм сзади, соответственно, чтобы дверь закрыть, то есть мы на нее немного нажимаем, и она выпрыгивает, и дальше уже закрываем ручкой. Итак, попадаем на кухню. Вот такая у нас шикарная кухня, достаточно просторная, то есть у нас много места здесь, чтобы разместить достаточный стол на 4-5 посадочных мест. И кухню сделали угловую. Как видим, у нас духовой шкаф здесь, микроволновка здесь. Это сделано так, чтобы здесь больше места было. То есть здесь у нас шкафы 40 сантиметров. Плюс у нас еще была фальш-стенка на дверь, как вы помните. Поэтому здесь решили сделать таким образом, чтобы не забирать площадь кухни. Благодаря тому, что у нас был холодильник уже в наличии, черный, глянцевый, поэтому, подталкиваясь от него, у нас сверху повторили фасад черный, глянцевый, черная техника, черная раковина и черные элементы самой кухни, то есть ручки и цоколь в черном цвете. Единственный был нюанс, что заказчица не хотела высокую столешницу, как, допустим, и не хотела ручки. Так как при использовании галопрофиля, который скрытая ручка идет, и у нас при наличии посудомойки, столешница носит 92 сантиметра, поэтому, чтобы сохранить стандартную высоту 86 сантиметров, здесь мы строили галопрофиль. Вот, то есть у нас таким вот образом открываются шкафчики. А здесь обычная торцевая ручка в черном цвете. Но визуально получилось очень достойно. На данном кухонном гарнитуре использовалась фурнитура от производителя Blum. Верхний подъемный механизм Aventus HK-XS. Но эти два ящика Aventus HF. Здесь вытяжка скрытого исполнения. В торце кухни сделали такую вот нишу в черном профиле в стиле кухни. Тоже получилось неплохо. Над микроволновкой у нас разместился телевизор. В данном случае мы сколхозили, то есть была задача спрятать телевизор, и был куплен обычный телевизор, и его фрезеровали в фасад, и получилась вот такая вот вещь. Ребята очень долго мучились, только вот заняло 2 рабочих дня, но по факту мы узнали потом, что есть встроенный телевизор уже готовый, да, достаточно он дорогой, там в районе $650, сколько мы смотрели. Все идет в таком же стиле, как микроволновка стеклянная, дверца на всю стенку, и он подъемный, получается достаточно функциональный шкафчик. В данном случае у нас сделан такой не очень функциональный, но здесь вот шуфлядка, может сложить ненужное на хранение. По поводу деталей на кухне. Как видим, у нас облицован фартух, и очень важно для такой вот масштабной кухни соблюсти также геометрию. То есть у нас примыкание вот здесь вот идет вертикальных шкафчиков, также здесь у нас вертикальный большой шкаф и примыкание без плинтуса к столешнице. Также рекомендую делать вот такую вот стенку. Для чего? Сейчас расскажу. Первое, чтобы реализовать такой вот стык, мы облицовываем плиткой фартух по заданным размерам. Данные шкафы уже накладываются на плитку, и эта часть примыкает к плитке, а столешница уже
устанавливается и плотно прижимается к плитке. Тогда тем самым плитка у нас ровно уложена, она длинная, а столешницу проще прижать, и загерметизировать и прижать к плитке. Это будет надежно и красиво. Особенно прогерметить перед монтажом плитки, потому что если мы просто прижмем к плитке и загерметизируем вот таким тонким швом, в перспективе он отстанет, так как столешка даст усадку, ножки пластиковые на кухне также от веса посуды также чуть-чуть поприсядет и силикон отстанет. Поэтому обязательно подклеиваем столешку, чтобы такого не произошло. И особенно это важно очень возле раковины, так как если здесь силикон отслоится, попадание воды на столешницу ДСП неименуемо приведет к разбуханию ее. Зачем вот такую стенку делать? Это, во-первых, подчеркнет композицию, так как у нас слева идет боковая стенка, там аккуратный угол, и здесь получали аккуратный угол. Если бы у нас ее не было, соответственно, здесь был бы зазор между холодильником и столешницей, и в холодильнике присутствует решетка. Здесь бы была дырка. Соответственно, потребуется заводить дальше фартух, а вот это место было бы просматриваемо. И плюс туда мусор падает, и это очень эстетично, некрасиво и непрактично. Поэтому рекомендую делать стенку на всю высоту или как вам подразумевает стиль вашей кухни. По поводу подсветки, как бы ни казалось инновационным сделать сенсорную подсветку на профиле здесь снизу, со временем это недолговечное решение, так как блок питания находится постоянно под напряжением, греется и со временем выходит из строя. Поэтому нужно какие-то либо очень качественные материалы искать, но зачастую это не так. Поэтому самое функциональное, я считаю, это сделать клавишу, которая, допустим, будет надежно и долго светить данная подсветка и всегда будет выключена, когда она не используется. По поводу смесителя. Смесители лучше использовать с двойным изливом. Как видим, у нас два отверстия. Одна рукоятка идет на основную воду водопроводную, второе отверстие у нас идет на фильтрованную воду для готовки либо питья. Соответственно, у нас расположены фильтра, снизу к ним подключено напрямую к смесителю, у нас нет дополнительных никаких краников. Также здесь у нас подключение на посудомойку, это дает возможность обслужить все выводы и прочистить. И также немаловажно сделать вывод сразу в сторону к сифону, чтобы у нас осталось здесь максимальное место для размещения мусорки. На стенах декор, скрытая ниша для карниза и шторы. В данном случае у нас сделана ниша до конца, и у нас заведена туда штора в таком варианте, и уже от нее делался отчет для кухни. Так вот смотрится раздвижная дверь в закрытом состоянии и еще дополнительно подсвечивается от ниши. Поэтому смотрится достаточно эффектно и красиво. Что касается балкона. На балконе у нас окна в пол панорамные, установлены перила. Перил не было от застройщика, так как окна не очень здесь крепкие, соответственно, перила решили сделать. Перила ребята очень хорошо сделали, покрашена порошковой краской, профиль 60×30, смотрится мощно и добротно. Очень крепкие перила. Далее, балкон весь утеплен, то есть стены утеплены, то есть по максимуму. Здесь у нас утеплитель, потолок также утепляется максимально к створкам, то есть в районе где-то 4-5 сантиметров это обычно позволяет, чтобы сантиметр у нас остался до створки. Сделана декоративная штукатурка на откосах и по всем стенам. Здесь у нас установлен подоконничек, это просто МДФ крашеный щит такой небольшой, 20 мм, аккуратненько смотрится. Напольные плинтуса также МДФ под покраску. Плитка под имитацию доски. Здесь ребята изготовили такое вот кресло, пуфик со съемными спинками. На этой стене такой вот декоративный элемент. Он здесь неспроста, так как это панельный дом, и вот на этой стене идет стык панели деформационный. Он заделан герметиком, и, соответственно, как бы мы ни старались его армировать, очень большие перепады температур на балконе, и трещина выходит периодически. От горячего, холодного трещины выходят, что бы мы ни делали. Поэтому решили наклеить на полиуретановый герметик такие панели, чтобы у нас скрыть эту трещину. Так, трещина у нас была вот здесь.
И получилось у нас неплохое решение. Панели очень приятно смотрятся, они гладенькие, покрасили в разные оттенки, которые использовались у нас на объекте, и смотрятся бомбически. Итак, попадаем в зал. Зал и спальня сделаны максимально практично. У нас на стенах обои, имитирующие декоративную штукатурку, достаточно симпатичные. Потолок гипсокартон с двумя рядами светильников, которые по отдельности можно включить-выключить, регулируя яркость света. На мой взгляд, это самое практичное решение. У нас полностью засеян потолок светом и равномерно распределен по всему помещению. Далее у нас скрытый карниз, как везде, окна в пол. Здесь у нас был порожек, его отделали таким вот образом. У нас идет напольное покрытие, плинтус, и на высоту плинтуса сразу входит в также напольное покрытие к раме. Напротив дивана расположен такой комод. Здесь зона хранения, он парящий, то есть он висит на стене, достаточно крепко висит для расположения техники и хранения. Здесь чисто декоративная полочка, и либо возможно, так как в данной семье появился маленький ребенок и в перспективе еще непонятно как, где он будет обитать, и хотели ли бы заказчики здесь спальню устроить, либо там оставить, здесь детскую сделать. Поэтому мы решили сделать пока универсальный ремонт, то есть практичный. То есть у нас поклеенные обои, в каждом углу есть розетка предварительно. И мы разделили предварительно зал на две зоны. Зона отдыха, то есть здесь большой диван, телевизор и вот такой комод для хранения, возможно, игрушек, возможно, каких-то вещей и техники. И здесь вот такой небольшой, сначала декоративный, но впоследствии, когда ребеночек подрастет, можно какой-то небольшой столик сделать. Это часть съемная, можно убрать ее, когда уже она не пригодится. Здесь сделан комод, достаточно массивный и крепкий, чтобы ребенок его не опрокинул. Это также будет для хранения игрушек, которыми он будет играться в зале. И здесь небольшая игровая зона для ребенка. Когда он находится, отдыхаете, и можно его посадить, он будет здесь играться. По поводу спальни. Со временем, возможно, данная комната переоборудуется в детскую комнату. На потолке сделали вот такие в 4 углах светильники. Они очень интересные. Они такие вот купольные. То есть здесь идет отраженный свет. То есть здесь такой в виде купола. Самой светильника лампы нету. Лента светодиодная расположена по низу купола и светит вверх. Соответственно, мы получаем отраженный свет, который не бьет в глаза сильно в спальне. По центру люстра, которая идет с пультом, и можно отрегулировать как цвет свечения белого, так и яркость. То есть можно сделать его в виде ночника на вечерний свет. Здесь у нас небольшой навесной комод, там будет макияжный столик, и здесь телевизор, и, соответственно, для хранения техники какой-то здесь, и для каких-то вещей. Полноценный большой шкаф у нас, навесной для верхней одежды, то есть у нас каких-то рубашек, либо здесь полноценный для навесных длинной одежды. Здесь набор для хранения мелких вещей. И здесь для гладильной доски и пылесоса отсек. Ну и сверху для крупных каких-то одеял и покрывал. Очень приятные обои. Здесь они с мелким рисунком, гладкие очень. Светлая бумага, особенно с белыми тонами, очень хорошо смотрится. У нас нету плинтуса, за счет того, что четко выделена геометрия, ровный потолочек сделан, смотрится красиво. То есть примыкание четенькое, ровно и красиво. Как обратим внимание, здоровенный шкаф у нас, и чтобы его сюда вставить аккуратно и красиво, без всяческих подрезок и вставочек, нужна геометрия помещения. Еще раз напоминаю, ровные стены, ровный потолок, ровный пол. Получаем тогда красивые примыкания по всему контуру шкафа. Тогда ваша мебель будет смотреться достойно, без всяких проставок и вставок. То есть у нас по контуру полностью одинаковый зазор, все красивенько и эстетично. На полу уложен у нас кварц-винил. Ввиду чего так сделали? Заказчик смотрел из доли практичности, что правильно, я считаю это правильным.
Да, какие минусы? Допустим, если бы мы использовали ламинат. Первое. Стык с плиткой. Расширение ламината неизбежно. Оно может служить, может и нет. То есть 50 на 50. Далее. Плинтус, который клеится на стену. Соответственно, если у нас происходит расширение ламината, либо какой-то дефект на ламинате, мы не сможем заменить отдельно доску, разобрать ламинат, и после затопления, в принципе, он придет в негодность. А этот плинтус уже снять будет достаточно проблематично. Он снимется с мясом, с кусками стен, и это будет очень плохо. Если это паркет, маленькие дети, мягкое покрытие, да, тепло, но быстро приходит он в негодность при эксплуатации детей. В данном случае решили принять кварц-винил. Кварц-винил обязательно SPC, то есть достаточно плотный, с верхнее покрытие не как в линолеуме, а как в ламинате. Идет замковой и обязательно наклей. Тогда мы получаем монолитное основание, влагостойкое и красивое, и долговечное. И проблем у нас с ними не будет. Ванная комната выполнена в нашем стиле, максимально использовали практичные все элементы. С левой стороны у нас идет тумба, стиральная машина встроена под столешницу. Как видим, здесь у нас 1,8 сантиметров, поэтому раковину использовали Rocca Diverta. Она становится частично на стиральную машину, заходит за счет толщины столешницы. Крашеные элементы обязательно, боковины и фасадов, чтобы была влагостойкая максимально столешница. Столешница изготовлена из шпанированной фанеры, то есть толстый шпон, и максимально залита лаком для практичности. Плиточка под дерево также сделана, и зеркало с подсветкой. Зеркало, как видим, здесь тонкое стекло, корпус в данном зеркале очень тонкий, соответственно, мы его встроили в стену. Обзор данного зеркала был раньше, ставлю ссылочку в описании, и также подробный обзор данного санузла также по ссылочке в описании оставлю. Зеркало с подсветкой. Здесь у нас ниша. Нишу сделали за счет толщины стены, и так как у нас с той стороны туалет идет и зашивка. И вот на всю ширину зашивки сделали такие ниши. То есть это 10 сантиметров, достаточно, чтобы в один ряд поставить какие-то мыльно-рыльные средства. И обязательно учитываем то, что здесь полотенцесушитель и подвод. То есть обойти нужно трубами эту нишу, чтобы ее здесь реализовать. Ванна Laufin Palladium. Стальная ванна. Рекомендую 3,5 толщина металла. Очень мощная, должная шумоизоляция дополнительная. Чугун мы забудем с этой ванной. Очень прочная эмаль и будет первозданный вид иметь очень долго. В данном случае у нас реализована система без излива, то есть у нас идет излив. Набор производится через перелив. То есть специальный сифон использован с набором через перелив. И встроена душевая система с тропическим душем и леечкой. Как видим, здесь вентилятора нету. Вентилятор у нас использован канальный. Он установлен в шкафу в туалете. То есть за счет этого у нас он достаточно тихо работает. И, соответственно, нету здесь вентилятора. У нас один вентилятор с проходным выключателем в двух помещениях. Обратите внимание на размещение светильников, они расположены ромбом. Это так делается, когда у нас есть тропический душ. Чтобы равномерно засветить помещение, если мы разместим светильники над ванной, типа как отцентруем по ванне, у нас будет один светить в тропический душ. И, соответственно, будет тень, а потолок будет светиться и отражаться от этого тропического душа. Поэтому размещаем так. Для санузла это не так важно, так как в потолок вы редко будете смотреть, но у нас будет равномерно засеян светом весь туалет и ванна.
Так, далее туалет у нас. Установлена инсталляция. Всегда максимально используем пространство в туалете, так как они достаточно глубокие. То есть у нас 1,85 м. Достаточно от двери до задней стенки инсталляции 1,20 м. Соответственно, мы делаем 1,20 м. Получаем здесь достаточное расстояние для нахождения, пользования унитазом. И получаем зону хранения, в которой мы можем разместить, соответственно, какие-то средства, водонагреватель, фильтра и все, что необходимо для хранения в туалете. Также видим решетка. Внутри расположен канальный вентилятор под бойлером и идет тройник на вентиляцию. Здесь у нас стандартный вент-канал, который был изначально заточен. Под потолком проведен канал, установлен вентилятор с тройником на ванну и туалет и проходной выключатель. С этой стороны установлен пенал 27 сантиметров, то есть мы тоже используем максимально для зоны хранения. Здесь можно открыть и достаточно много разместить. Здесь разместили крючки для полотенец сухих. Здесь будет, соответственно, влажные полотенца, так как больше места здесь нет. Здесь решили не вешать, так как будет держаться в зеркале и загромождать визуальное пространство. Как всегда, обслуживание сифона производится через шкафчик, вынимаем шуфляды и получаем доступ к сифону. Обязательно делаем только так, никаких там ревизионных лючков, так как тумбу демонтировать вы не будете для обслуживания. Поэтому обязательно доступ через тумбу, чтобы ее не разбирать. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал, если вам это видео было полезно. И комментируйте, предлагайте свои какие-то решения интересные. Я с вами делюсь своими, вы предлагайте свои, у кого были какие наработки. Я рассмотрю их, приму и, возможно, в наших проектах они появятся. Поэтому пишите, я буду рад их почитать. А теперь пока.